Всем привет, ребята, с вами Луи. Смотрите, какая лялька у нас в гараже. Это же Супер Сока ТС. Блин, я давно хотел снять обзор на этот аппарат, потому что это один из первых Супер Сока вообще, которые компания Супер Сока сделала, как ни странно. Здесь очень много всего интересного. Я уже так мельком его немножко осмотрел. Слушайте, ну, аппарат просто даже не нахожу слова, как его описать. Вот очень интересен, как минимум. Очень. Вот. А как максимум такие сюрпризы встречаются, что просто диву даешься. Обзор, как всегда, начинается с ключа. Так что берем и разблокируем его. Включается он, как и обычная модель TC. Вау! Смотрите, какая мандариновая приборка. Тут просто жесть. Вырви глаз, конечно. Вот. Ну, прикольно, прикольно. Вот сразу, что мы еще видим? Руль серебристый. Пультики такие же, как на модели TC. Ну, левый, как минимум, точно. Так. Вот, смотрите, поворотник замигал. Так, отлично. Вот, это ближний и дальний. Вот, так, ну-ка, работает. Да, дальний работает, отлично. Вот, рычаги, гляньте. Черный матовый цвет. Красиво, кстати, выглядит. Жалко, что такие не делают на Максах, знаете. Красиво было бы для антуража. Ну, коль я спереди, посмотрим на фару. Фара, конечно... Я не знаю, ребят, если вам это нравится, мне нет. Вот. Здесь такая же стандартная центральная часть, как и на Максе. У нас там Макс выглядывает подозрительно. И вот этот ободок с надписью Супер Сока, светящийся. Ну, прикольно, что. Так, поворотники. Ну-ка. Боже мой, если это стоковые поворотники, то это, конечно, еще страх и ужас. Ну вот, выключу лучше. Но зато установлено стеклышко очень интересное. Обычно, кстати, оно крепится вот сюда. Глядите, кстати, какая интересная штука. На первых сериях вот этих мотоциклов здесь должны быть два отверстия под крепление ветровика фирменного Супер Сока, а человек закрепил, видите, вот таким вот образом. Не знаю, стандартное это решение или нет, но выглядит так аккуратненько, красиво. Вот, и в принципе-то ничего не загораживает, хотя вырез, наверное, под круглую фару. Ну ладно, что еще у нас тут есть? Зеркала, конечно, такие очень интересные, они оригинальные, смотрите, какой пластик. Я когда с батей на копейки гонял, у него вот такая торпеда была. Знаете, пластик такой формованный. Ничего не протерто, ничего не помыто, потому что аппарат попал стихийно ко мне. Смотрите, кстати, это же надпись с логотипом Супер Сока. Значит, это оригинальные зеркала. Страшные, конечно, пипец. Вот, что у нас тут? Ага, у нас еще отличается немножко обозначение рукоятки правой. Пульта, точнее. Смотрите, у нас, во-первых, гасится свет. Смотрите. Мечта всех максоводов. Вот. Здесь принцип такой, что он либо горит, либо выключен. Точка, это значит, он не горит. Напоминаю, вот так вот выглядит пульт от TC, который я поставил на Макс. Ну ладно. На TC, в общем, здесь было авто, и как ни крути, нельзя было выключить. На Максе вообще никаких обозначений нету. Свет все время горит, и, в общем, ничего не сделаешь с этим. Так, что у нас? Переключатель скоростей. Ну, все стандартно. 3, 2, 1, все работает. Так, батареи, смотрите, батарея у нас 95% обсчитывает. 17 градусов у нас 17. Ну, странно. Ну-ка. Сверим. 13. Кто-то врет. Не знаю. Ну ладно. Наверное, может быть... так, 74. А что такое? Было же 95. А сейчас 74. Что такое? Сдается мне, приборка врет. А может быть здесь какой-нибудь секрет установлен. Ну ладно. Что, больше особо не... Так, вот, смотрите. Поменялось. Так, что-то здесь с батареей, наверное. Ну ладно. Посмотрим, что еще есть.
В общем, с этой стороны особо ничего интересного нету, кроме наклейки Суперсока 1200R. А прикол-то, смотрите в чем. Ребята, первые мотоциклы Суперсока, вы знаете, что они поставлялись с цепью. Смотрите, вот она, ручка-то, шестерня. Прикольно, да? Смотрите, оп, смотрите, в эту сторону свободно прокручивается, а в обратную сторону тянет. Прикиньте. Это, кстати, мотор Bosch. Bosch. Вот, помимо этого интересен еще и сам задний профиль мотоцикла. Что тут? Ну, во-первых, он такой достаточно красивый, интересный, видите? Вот, пространственная рама, чистая, красивая. Обратите внимание, кстати, на раме нет подножек, что достаточно интересно. Если на поздних рамах уже были наварки вот такие, смотрите, видите, для того, чтобы крепить подножки пассажира, то модель у нас TS, точнее, она, видите, с маленькой частью под жопку второго пассажира, поэтому здесь эти подножки крепились таким видом хомута, то есть они из двух половинок закреплялись, вот как тормозной, тормозная машинка, вот. Поэтому, кстати, это выглядит красиво, если снять эти подножки. Все равно никого не будете возить, не обманывайте себя. Здесь седло под одну царскую жопу. Так, не знаю, кого здесь можно посадить. Ребенка, наверное. Вот, да и то. Что еще интересного, кстати, внизу? Смотрите, поскольку здесь моделька-то была с цепью, там даже, наверное, еще и звезда есть. Надо будет разобрать, посмотреть. Вот, здесь у нас есть на этом крыле, в первых сериях отштампована вот такой защита, как бы брызговичок такой, который защищает у нас цепь от грязи. На поздних версиях уже вот этой части не было. Вот само крылышко. Вот здесь же еще есть вот такая вот уродливая хрень. Я понимаю, что это для номерного знака, чтобы вы цивилизованно ездили на мотоцикле в городе. Но нахрен она не сдалась? Почему она у всех такая уродливая? А еще хочу вам показать, смотрите, какую штуку. Ребята, я, честно говоря, влюбился в задний фонарь ТС. Смотрите, какой он. Видите, у него полосы такие. Блин, это ж так красиво выглядит. Это очень красиво выглядит. Смотрите. Это прям секси. Еще, конечно, есть стопачок вот здесь, вот в серединке. Я вам как-то показывал Street Hunter новый. И знаете, что я скажу? На новом Street Hunter это выглядит даже не так интересно, как на старом. Мне прям очень зашло. Кстати, резина на заднем колесе установлена 100 на 70 на 17. И еще, кстати, я обнаружил одну интересную особенность. Владелец этого мотоцикла попросил меня установить такой, вы знаете, брызговичок крутой, который обычно ставят сзади. Вот. Но мы столкнулись с такой проблемой, что здесь нет отверстий, к которым этот брызговичок можно было бы прикрепить. То есть для примера, смотрите, это у нас модель TS. У меня совершенно случайным образом тут оказался для примера TC, и на нем есть два вот этих отверстия. И у него, кстати, само перо, если так можно сказать, вот этого маятника, оно толще, сам квадрат. Гораздо толще, массивнее, и выглядит как-то так понадежнее, что ли. Ну а переднее колесо, это вообще, конечно, страх и ужас в Лас-Вегасе. Смотрите. Ну что это такое, блин? Ну как показать? Вот 4 пальца руки. Очень тонкая. Диск, конечно, очень тоже такой смешной, тоненький. Смотрите, хоть и литой. Вот, говорят, что у этих моделей часто при наезде на кочки спица отшибала, ломала, трескалось вот это все литье, и потом, можно сказать, диск в утиль. Поэтому я предпочитаю, как видите, спицы. Спицы не подводят. Ну, плюс то, что здесь резина бескамерная. Хотя от велосипеда, наверное, фиг его знает. Но, смотрите, какой бонус, кстати. Здесь вентилируемые тормоза и спереди, и сзади. Интересная отличительная особенность. Вот я спереди смотрю крыло, оно глянцевое. Думаю, ой, как похоже на TC вроде как. А оказывается нет, смотрите, оно ромбовидной формы. Оно уже здесь, шире здесь, и потом уже здесь. А вот у меня такое же именно от TC. Смотрите, оно уже цельное по всей длине. Пока двигал, заметил
еще одно неудобство. Вот если у модели TC, как видите, есть ручка, можно взяться и подвинуть аппарат. Вот. Ну, здесь даже можно на подножке развернуть, у Макса она такая прям конкретная. То здесь, во-первых, на подножке не развернешь. Это завальцованная труба, как я уже говорил ранее. Совершенно такого отвратного качества. Я даже, знаете, боюсь, держит ли она нормальный вес мотоцикла. Вот, ну да ладно. Во-вторых, здесь не за что взяться. Смотрите, ребята. То есть, куда руку? Это куда-то сюда или куда-то сюда, как-то за пластик, за вот этот вот. Не знаю, все руки грязные будут, конечно. Вот, потому что, обратите внимание, сюда летит конкретно грязюка. Неохота лишний раз, понимаете, пачкать ни перчатки, ни руки. Вот, за фонарь, не знаю, можно ли браться. Короче, вот, есть проблемы с разворотом. Давайте заглянем внутрь, кстати. Вот, сейчас мы посмотрим, что у нас тут есть. О, а есть тут у нас что? Что это торчит? Сейчас. Бля, пипец. Ну, ребята, конечно, вот не смотрят мои видео, поэтому и такие дырки получаются. Вот зачем она, смотрите. Ну, прикольно, да. Ладно, надо было просто перевернуть вот эту батарею здесь и подключить этот коннектор с этой стороны. Здесь почему-то два коннектора. Знаете почему? Здесь установлен паук. Этот паук, что это такое? Это устройство, которое одновременно, точнее как, не одновременно, оно поочередно с небольшими временными интервалами берет ток сразу от двух батарей и заряжает их также. Если вы поставите этот ТС на зарядку, значит у вас будет зарядное устройство, скорее всего 5 ампер, сколько там, 4 ампера. Ужас, как долго это будет заряжать. Успеете состариться. О, Макс пришел. Отлично. Что-нибудь еще найду интересное, я вам обязательно покажу. Вот. Ну, а на этом всем пока. Спасибо, что смотрите. Не забывайте подписываться. Давайте поднажмем. До 1000 осталось совсем чуть-чуть. Всем пока.